Witamy na poddaszu, czyli piętro bliżej nieba. Odrywamy się od ziemi, żeby pokazać, co zwyczajni ludzie mogą zrobić dzięki nadzwyczajnemu Bogu. Cześć kochani, witamy Was w nowym odcinku na poddaszu. Naszym dzisiejszym gościem jest Aleksiej Lediajew i Ania Czuba. Ania będzie dzisiaj prowadziła wywiad razem ze mną i tłumaczyła też, to jest bardzo ważna rola dzisiaj. Aleksiej jest pastorem i założycielem Kościoła Nowe Pokolenie, które ma już 480 oddziałów w 14 krajach. Kościół został założony, pierwszy oddział i główny oddział w Rydze został założony 30 lat temu. Bóg objawia mu, jak przynieść Królestwo Boże na ziemię, tak jak jest w niebie. Za chwilę usłyszymy o tym troszeczkę więcej, także zapraszam do słuchania. Aleksiej, welcome in our program. Thank you very much for being with us. I will start from the question that is very important to us and we always ask about the history of our guest. So, how did it happen that you got to know Jesus and decided to follow him? Я родился в многодетной семье. Это была христианская семья, это была баптистская семья. Когда передо мною, в моей семье родилось 4 дочери у моих родителей, они начали молиться: Господь, дай нам мальчика. Я был уже с Богом до того, как я родился. То есть мои родители выпрашивали Бога и говорили: Бог, дай нам мальчика. И поэтому, когда я родился, они меня назвали Алексеем в честь моего деда. А мой дед был реформатор. Он первый вышел из православной церкви и стал штундистом, то есть баптистом. And when did you decide to become minister, to serve Jesus? Когда вы решили, что чтобы служить Богу? Ну, я не знаю, я был вот из самого рождения, от молока матери, ну, как бы посвященным Богу. И это просто был процесс развития. Я служил Богу, когда был в баптистской церкви. Так, как я мог. Я проповедовал, писал музыку. Потом, когда в 29 лет я пережил крещение Духом Святым, у меня начался новый этап. То есть баптисты меня терпеть не собирались после того, как я заговорил на языках и пережил крещение Духом Святым. Поэтому они меня вот так вот и попросили. А как только они меня вот так попросили, я оказался в пятидесятнической церкви. Вот что 3 вещи, которые лично я ощутил внутри себя после крещения Духом Святым. Во-первых, моя молитва изменилась, мое отношение к Слову изменилось. Раньше я просто читал Слово, а теперь Слово со мной начало разговаривать. Я открываю Библию, а Библия начинает разговаривать со мной. Это вообще круто. И третье, я евангелист. The next question I have to ask is, how did your ministry grow so much? Because now you oversee 480 churches. It's been 30 years, but still it's a plenty of churches to look after and minister to. How did it happen? Я оказался в Пятидесятнической церкви. Это была церковь Николая Шевчука в Риге. Это была очень такая прогрессивная церковь. В этой церкви я проповедовал. Но что получилось? Пятидесятническая церковь разделилась на 2 уровня. Это старики и молодые. У нас в воскресенье 2 служения было. Первое для стариков, для родителей. Ну, все стандартно, все. А вечером мы делаем молодежное служение. Там уже все. Там девушки уже поснимали эти косынки. Там мы начали впервые... В церкви прозвучал джаз, прозвучал рок, прозвучали вот эти современные ритмы, песни, и это был супер для нас. Но для епископов Пятидесятнического братства это был большой сигнал. Слово «харизматия» для них было почти как фашизм или ЛГБТ, или, я не знаю, какой-то страшный. Это ложная харизматия. И 30 лет назад, когда старшие братья, епископы увидели, что в Рижской Пятидесятнической церкви есть старое поколение и новое поколение, они пришли и меня точно так же сняли с пасторства.
приехал епископ и сказал, что вот этот человек приносит ложную харизматию. Это не от Бога. Евангелизационная проповедь. Это предельно простая, конкретная проповедь о спасении, о Царстве Божьем, о Иисусе Христе. Эта проповедь лишена всякой помпезности, всякой философии. Это есть простое Евангелие. И примеры таких проповедей мы видим в Евангелии. Покайтесь и верьте в Евангелие. И через 2 недели, после того, когда меня уже разжаловали, я попросил того пастора, которого назначили, я говорю, дайте мне 5 минут сказать слово. Пожалуйста. Я вышел, говорю, огромное вам спасибо, что мы были вместе. Ну, раз меня не считают здесь пастором, я хочу просто сказать, что Бог меня все еще считает пастором. И я говорю, и я вот по такому адресу, вот, ну, назвал адрес, говорю, я со следующего воскресенья буду там собираться с моими друзьями. Если вы считаете, что вот это ваша церковь, пожалуйста, оставайтесь здесь. Если вы считаете, что Алексей пастор, ну, приходите туда. Это не моя инициатива была. Я сделал то, что мне Бог сказал. А со следующего воскресенья начал служение. Ну, где-то там молодежь вся пошла за мной. Вот это, можно сказать, начало, официальное начало нового поколения. О том, что к Богу нет много путей. Par to, ka pie Dieva neved К daudz Богу не ceļu. бывает множество Pie путей. Dieva nav К daudz Богу ceļu. ведет только один путь. Pie Dieva ved tikai viens Это ceļš. есть Иисус Христос. Tas ir Jēzus Он Kristus. сказал, я есть путь, Viņš ir истина и teicis, жизнь. es esmu ceļš, И patiesība un никто не dzīvība. приходит к Отцу, Un neviens nenāk как pie только Tēva, через меня. kā tikai caur И mani. других путей к Богу нет. Okay, so this is how the New Generation Church started. And can you share with us how it grew to the size that we have right now? Но после того, когда мы обрели независимость, я практиковал и реализовал в жизни все, что мне Бог дал. Это учение в первую очередь. Когда говорят, что такое новое поколение, ну, движение, это в первую очередь учение. Потому что education это фундамент вообще и государства, и общества, и в том числе и церкви. Поэтому у нас было очень мощное учение. Учение. Второе, у нас была евангелизация. Это было реально, потому что, как у нас у русских говорят, какой поп, такой приход. Если вот я сам евангелист, то и у меня в церкви будет евангелист. И еще плюс я музыкант, я поклонник. Я в то время, когда вот пережил Духа Святого, я писал очень много песен поклонения. И эти песни звучали в церкви. И это была, ну, отличительная черта. Новое поколение – это поколение глубоких, реальных поклонников. Я далек от попсы, я далек от вот этих, ну, я понимаю, что есть концертники и есть поклонники. А поклонение – это что-то другое, это способность добраться до святилища и оттуда опустить ту атмосферу, в которой весь зал приводит вот такое умиление, и люди на колени склоняются. Потом мы стали евангелизировать по городам Латвии. И когда мы увидели, что из разных городов приезжают к нам служители, мы поняли, что нам необходимо открывать библейскую школу. И мы поставили перед собой задачу, что библейская школа – это кузница кадров. Или площадка, на которой мы готовим пасторов, лидеров и руководителей церквей. Но мы понимаем, что мы должны делать учеников. Сила церкви в ученичестве. Если бы Иисус на небо пришел, 1 миллион чудес сделал, всех бы накормил, исцелил, а ни одного ученика не оставил здесь, он бы ничего не сделал. И отец бы ему сказал, иди назад 2 раз. А Иисус, чтобы 2 раз сюда не прийти, поэтому сразу оставил 12 учеников. Читай Библию.
читай ее с начала до конца, регулярно, стабильно, регулярно, стабильно. И постарайся в этом плане воспитать в себе навык постоянства. Читай Библию. Тот, кто проходил библейскую школу, уже мог начинать церковь. Там, если даже группа какая-то была, мы приезжали в город, мы делали мощную евангелизацию в городе, старались, чтобы стартовая линия церкви, она начиналась не с верующих людей из других церквей, а с мира покаявшихся людей. Вот это сильно было. You showed us now in a beautiful way how to build and grow a church. It was 15 minutes about how to build and grow a church. Can you share as well what God is showing you about bringing the kingdom on earth as it is in heaven? What God is revealing to you? Я делю все христианство на две неравных части. Это категория христиан, которые исповедуют Евангелие спасения. И совершенно небольшой процент христианских церквей исповедует Евангелие Царства. А Евангелие спасения, оно рождает программы пробуждения. Revival. То есть они будят людей спящих, потом они после awakingов, после вот этих ревайвалов засыпают, и через несколько времени снова приходят эти вот товарищи и будут, и говорят: слушай, wake up, мы снова пробуждаемся. И они снова, мы знаем, что это такое. А другая категория людей – это реформация, это преображение общества. Это когда церковь, которая уже проснулась, которая получила исцеление, освобождение, которая уже полная, она начинает служить городу, она начинает служить нации, молодежь получает образование, образование помогает им становиться частью государственных структур, и они уже осоляют общество. Так вот, я когда это понял, что мы должны вовремя переходить от Евангелия спасения к Евангелию Царства. Вот здесь произошло еще одно разделение с моим братством, уже харизматическим. Потому что даже если ты берешь харизматическое движение, оно опять же делится. Апостол Павел говорит: оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Что такое начатки учения Христова? Это ревайвал. Это Евангелие спасения. Потому что он говорит: и не будем снова говорить про прощение грехов, про исцеление, про разрушение. Ну сколько это можно? Потому что наш Бог политический Бог. Он не только спаситель души. Это то, во что Христа сегодня сделали христиане. Он только любит меня, Он прощает меня. Это детство. У меня тоже 3 дочери есть. И если бы дочери, которым сейчас одной 37, второй 35, а третий 30, они все еще на коленях сидели: папочка, пап. И для меня это было бы страшно. Я их люблю, я их ценю, но я хочу, чтобы они выросли, получили образование, стали кем-то. И я могу сегодня вам сказать, что моя старшая доченька закончила Беркли. Она прекрасный вокалист в Бостоне, в Америке. Она джазовую школу сейчас ведет. И когда я вижу, что она состоялась, что она не только моя дочь, это хорошо, что ты моя дочь, но когда я вижу, что моя дочь имеет профессию, и она сегодня может выступать на очень высоких сценах, я радуюсь как отец. Молодец. Мама, в твоей любви забываю потери и боль. Ты вернешь мне покой, крылья снам и мечты. Только скажи: воскресай. Только скажи: воскресай. Моя вторая доченька, Татьяна, она закончила школу актерского мастерства в Нью-Йорке.
Она актриса и режиссер. Она не только моя дочь, она профессиональный сценический режиссер и актриса. И я говорю, молодец. Ну расскажи, как учеба, что это за школа? Театральная школа. Называется Circle in the Square Theater School. Она находится прямо на Бродвее, находится при театре, действующем театре, где происходят разные мюзиклы, всякие там постановки и так далее. На данный момент там идет известное шоу, называется Godspell. Оно впервые было поставлено в 71 году, 72-м. Сейчас они сделали ремейк. Кстати, интересное шоу, вот если кто слушает, может потом в гугле поискать, шоу про Иисуса. Моя младшая дочь, Анастасия, она телевизионный журналист. Она шеф-редактор научно-популярных фильмов в Останкино в Москве. Когда церковь пойдет в сферу образования, когда Божьи служители будут в юриспруденции, когда христиане будут возле законодательной власти. Вот почему мы уже в последнее время, где-то лет 13, проводим конференции «Стражи на стенах». И я на эти конференции приглашаю не только пасторов, лидеров, священников, я приглашаю общественных деятелей, правозащитников, депутатов, чтобы и политики, и священники, цари и священники могли сойтись вместе и подумать, как мы можем Царство Божие утвердить на земле. Госпожа Орли, вы даже не представляете, какая для нас огромная честь, Dear Miss Orly, you don't что вы even сегодня understand what a находитесь здесь. great honor for us it is that you are here with us И today. последние события в Израиле And the latest events in Israel всколыхнули всю мировую общественность, have troubled the whole world, и нас в том числе. including us. Нам, поверьте, не все равно, что происходит у вас на родине. Believe us, we are not indifferent towards what's happening in your homeland. И мы хотим сказать, что в Латвии And we want to say вы можете рассчитывать на своих друзей. Я верю такому Иисусу, который весь мир создал, весь мир сотворил. Он сотворил все народы. Он не только глава церкви, он глава нашей государственной власти. Потому что все цари, они должны знать, что есть Всевышний, вот, под которым они находятся. Второй псалом читайте. Он говорит, вразумитесь, цари земные, научитесь, судьи земли, почтите сына, чтобы он не прогневался. Дом Корнилий, скажите, это государственная власть? Дом Корнилий, Корнилий. Это офицеры римской армии. И Петр пришел туда. И Дух Святой туда пришел. Естественно, он своим солдатам теперь будет объяснять, какому Богу мы служим. Получается, что церковь обслуживает маргинальные уровни, проституток, бомжей, этих самых, а элитные грешники остаются вне. И церковь говорит, ой, я не могу. Мы должны сказать, Господь, дай мне, открой двери, и я пойду туда. I пойду ту. It's so important because I remember myself, the best thing I imagine myself to do is to be a pastor, because the most hot person for God was a pastor, leader of the church, and I needed to hear the word that says, Agata, you can go to the business world, you can do anything, and you can be anointed to serve those people. You don't have to be the pastor if you love God. There is so many other options. Абсолютно. Мы должны в церкви сегодня разрушить сектантство. Как бы это ни звучало странно, но церковь, которая себя изолировала от общества, и весь твой менталитет, богословие, только церковь, это только вот эти, это сектантство, это нужно разрушить. Мы служим миру. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Я думаю, что мы должны изменить даже отношение к этим и библейским историям. Мардахей подходит к Исфире, к этой девочке. Говорит, девочка, конкурс красоты будет. И ты должна поучаствовать в этом конкурсе красоты.
я не могу туда идти. Почему? Там лесбиянки, гомосексуалисты, там греш. Так вот иди ты, хоть одна святая там пусть и освети, а? Сегодня молодежь сегодня боится идти. Так а кто эту грязь будет очищать? А кто этот мир будет освещать? In your book called Boomerang, I've read about family and the value for family that is in your church, for example. And my first question is, where do you get time to value your family when you have so many churches and people to look after? How do you do it? I bring my babies with me and involve in my job. Amen. Amen. Очень часто. Yes. Вот, я еду куда-то, я беру с собой доченьку. Потому что если твое служение не касается детей, ты их потеряешь. А если у тебя времени для них нету, кто-то другой найдет времени для них, и тот, кто найдет времени, он их как бы похитит. Вот и все. Все реки в море текут, но море не переполняется. Текут и возвращаются, откуда начинают течь. Восходит солнце, ничего не изменяется. Боже, помоги нам серьезные уроки извлечь. Я написал уже где-то, может быть, 10, может быть, 12 больших мюзиклов, рок-опер и разных таких музыкальных программ. И вот последний проект «Ковчег Завета», Ark of the Covenant. Это очень большой, huge project. Порядка 80 профессионалов. Группа Дагамба у нас есть. 2 виолончели, и они играют классику, а потом начинают играть рок. Они просто обалдели, они говорят, где вы такую музыку взяли? У меня здесь 3 сцены в стиле дабстеп. Знаете, что такое дабстеп? Так вот, у меня 3 сцены дабстеп. Там рок, джаз, там очень много классической музыки. И это евангелизация в мире искусства. Вот это Kingdom. Gospel of Kingdom. Когда сидят 50 профессионалов и говорят, о чем этот проект? У меня прекрасная возможность проповедовать. А вот моя доченька, Татьяна, про которую я говорил, она закончила в Нью-Йорке школу актерского мастерства, она была здесь режиссером. Она мне помогала. И мне очень приятно, что даже вот на таких творческих площадках мои дети. Мария пела, а Татьяна, она была режиссером. Она делала кастинг, она сценографию делала. Для меня это шикарно. For me, you were telling us about the perils of the kingdom and how to also bring new quality to the earth. We don't have to be like the world. I believe that God has the key to show us how to be much better, to bring kingdom quality over here. So thank you so much for being a living testimony of this. And we are so happy to have you in Poland and to have you na Poddaszu. And I'm looking forward for this interview to spread all over Poland. Thank you so much. Welcome to Riga, to Latvia. Maybe sometime, somewhere. Welcome for sure. Welcome.